В данном видео я расскажу, какие достопримечательности Дюссельдорфа можно посмотреть за один день, как до них добраться и сколько стоит проезд, какой вид транспорта лучше выбрать и какие есть особенности общественного транспорта Германии, в частности в Дюссельдорфе. Вы узнаете, как за 32 евро на двоих самостоятельно посетить 20 главных достопримечательностей Дюссельдорфа за один день, а также какие цены на еду и что обязательно там стоит попробовать. Также я расскажу, как не допустить ошибок, какие есть нюансы, и вы на нашем примере узнаете, что бесплатно посмотреть в Дюссельдорфе, куда можно приехать в любое время года и даже в непогоду не разочароваться в этом городе. Здесь достаточно комфортная температура воздуха даже зимой. Весь городской транспорт Дюссельдорфа состоит из метро, трамваев, электричек и автобусов, которые обслуживает компания Rheinbahn. Метро состоит из 11 линий с нумерацией U70 по U79 и U83, поэтому остановка метро обозначена английской белой буквой U на синем фоне. Трамваи имеют нумерацию с 701 по 709, а остановка для трамваев обозначена английской зеленой буквой H на желтом фоне. Автобусы представляют 92 маршрута, и их остановка также обозначается зеленой буквой H на желтом фоне. Что касается электричек, они, как правило, обозначаются буквой S. Главным удобством и особенностью общественного транспорта Германии является то, что на все виды общественного транспорта действуют одни и те же билеты. То есть здесь нет разделений и отдельных билетов для электричек, метро или автобусов. Покупая, скажем, билет на одну поездку, им можно воспользоваться в любом виде транспорта. Цена билета на общественный транспорт зависит от нескольких факторов. Времени действия билета, то есть одноразовый он для одной поездки или на 1-3 дня, а также от расстояния, которое вы планируете проезжать, то есть тарифной зоны. Выделяют следующие тарифные зоны. Первая – зона А – для поездок только внутри города Дюссельдорфа. Второе – зона Б – для поездок в ближайшие пригороды Дюссельдорфа. И зона С и Д – для поездок и посещения еще более удаленных региональных территорий. В основном туристы покупают билеты для поездки в зоне А, поскольку она как раз охватывает весь центр города, куда и стремятся попасть. Теперь перейдем к видам билетов с учетом тарифных зон. Различают такие виды билетов. Первое. Einzelticket – билет на одну поездку. Для зоны А1 и А2 цена составляет 2 евро 90 центов. Для зоны А3 – 3 евро. Время действия – 90 минут. Для зоны Б цена составляет 6 евро 10 центов. Время действия – 2 часа. Для зоны С – 13 евро. Время действия – 3 часа. И для зоны Д – 15 евро 70 центов. Время действия – 4 часа. Следующий билет – это проездной на 4 поездки. Цены по зонам указаны на фото. Также есть проездной на 10 поездок, который можно использовать для нескольких людей, пробивая по одному билету для каждого пассажира. Еще одним видом проездного билета является проездной на один день на одного человека или групповой проездной на двоих или на 5 людей. Цены для разных зон и количество людей указаны на сайте транспортной компании Rheinbahn. На этом же сайте можно приобрести эти проездные билеты онлайн. Данный вид билета будет актуален, если планируется совершать более 3 поездок. Также есть проездной билет на 2-3 дня. Цены указаны на сайте. А вот проездной на 7 дней, для его покупки необходима фотография владельца, и его можно купить только на официальном сайте Rheinbahn через мобильное приложение. Также можно приобрести туристическую карту Дюссельдорфа на 1, 2, 3 или 4 дня для одного человека или группы людей, семьи. Цены указаны на сайте. При ее наличии можно бесплатно пользоваться городским транспортом Дюссельдорфа, а также посещать музеи и различные достопримечательности со скидкой или бесплатно. И, конечно, здесь также есть автобусы Хоп-он и Хоп-офф, которые курсируют по основным достопримечательностям Дюссельдорфа. Цена билета на 24 часа составляет 18 евро. На сайте указана вся информация, что входит в стоимость билета. Для посещения основных достопримечательностей Дюссельдорфа удобнее всего использовать метро, которое, кстати, использует те же рельсовые пути, что и трамвай, и в основном проходит над землей. Поэтому некоторые их путают, поскольку они очень похожи и отличаются только номером поезда. Приобрести билеты на общественный транспорт Дюссельдорфа можно в специальных автоматах, на остановках общественного транспорта, станциях метро и на вокзалах, а также в вагоне трамвая или метро, или у водителя автобуса. Однако в этом случае поездка обойдется дороже. Также билеты можно купить онлайн на официальном сайте Rheinbahn.
Перед каждой поездкой билет необходимо компостировать. Исключение составляют только билеты, приобретенные у водителей, а также в автоматах и имеющие определенный срок действия. Иначе, если вы попадете на контролера и будете иметь даже в наличии проездной билет, но он не будет прокомпостирован, штраф составит 60 евро. Лично нам повезло. Когда мы ехали в метро обратно в гостиницу из центра города, у нас не были куплены билеты. Однако контролеров не было, и мы проехали несколько остановок бесплатно. Но тут уже на ваш страх и риск. Ну а теперь по порядку, как самостоятельно на общественном транспорте посетить 20 основных достопримечательностей Дюссельдорфа за один день за 32 евро на двоих. Мы остановились в отеле Novotel Düsseldorf City West 4 звезды. Он находится в 4 километрах от центра города и в 150 метрах от остановок общественного транспорта. Отель нам очень понравился, как своим удобным расположением, так и обстановкой внутри, в особенности завтраками, они там просто на высшем уровне. В чем вы можете убедиться сами, исходя из фотографий. Номер тоже очень просторный, поэтому в общем и в целом мы остались довольны. Чтобы добраться до центра города, удобнее всего использовать метро и доехать либо до остановки Хайнрих-Хайне-аллея, либо до Королевской аллеи Кёнигс-аллей. До них едут такие номера метро, как Ю-71, Ю-74, Ю-75, Ю-76, Ю-77 и Ю-79. Ходят они каждые 20 минут. На сайте MovieTab можно посмотреть весь список транспорта, который идет до нужной вам остановки, а также увидеть все остановки, которые проходит конкретный поезд, автобус или трамвай, и время, до которого они ходят. Это очень важно знать, поскольку поезда метро с разными номерами ходят в разное время суток. Таким образом, вы можете приехать в центр города на одном номере поезда, а обратно уехать на нем не получится, так как данный поезд уже не ходит, и вам придется добираться в отель уже на другом номере, который ездит в это время. У нас так и получилось, о чем я позже расскажу. Итак, возле нашего отеля с одной стороны находится автобусная остановка и станция метро Am-Sistern в 150 метрах, а с другой стороны расположена станция метро Принзенале в 450 метрах от Novotel. На станции метро Am-Sistern находится автомат покупки билетов, где мы приобрели одноразовые билеты Einzelticket для зоны А3. Сейчас цена составляет 3 евро за один билет. Чтобы его купить, нужно нажать на кнопку А Einzelticket, а далее на кнопку А3 зона проезда, после чего высвечивается стоимость и вы оплачиваете билет либо картой, либо купюрами, либо монетами. Сдачу автомат выдает в отсеке, где выдается бумажный билет. Также билет можно купить в автомате непосредственно в вагоне поезда. Он там немного иначе выглядит. Там сразу нажимаете на синем экране Einzelticket и оплачиваете билет. После покупки билетов мы сели в поезд с номером Ю-77, который ходит от остановки Am-Sistern, и доехали до центра города, выйдя на остановке Хайнрих-Хайне-аллея. В поезде есть экран, где показывается и объявляются следующие остановки, поэтому вы точно ее не проедете. Если же ехать в центр города со станции метро Принзенале, то там можно сесть в тот же поезд Ю-77, либо в поезд с номерами Ю-74 и Ю-76. Первые 10 достопримечательностей, которые вы сможете увидеть, прогуливаясь пешком от центральной остановки Хайнрих-Хайне-аллея, это церковь апостола Андрея, музей искусства К-20, базилика Святого Ламберта, музей судоходства по Рейну, площадь Бургплац, ратуша Дюссельдорфа, статуя Вибеля, музей кино, церковь Святого Максимилиана и городской музей Дюссельдорфа. Все эти достопримечательности расположены недалеко друг от друга, в той последовательности, которая показана на карте. Вход в церковь апостола Андрея бесплатный. В музей искусства К-20 каждую первую среду месяца вход также бесплатный с 16:00 до 22:00. А так цена билета составляет 10 евро. В базилику Святого Ламберта вход также бесплатный. Things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Музей судоходства. Часы работы каждый день с 11 утра и до 18:00 вечера, в понедельник выходной. Вход бесплатный. I've changed for the better this time. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright.
В зимние месяцы в Дюссельдорфе можно встретить ярмарки и попробовать глинтвейн и вкусные хот-доги с разнообразными сосисками в булке. Цены варьируются от 3-4 евро и выше, в зависимости от вида сосиски. Очень советую ее попробовать, у нас таких лично я не встречала. Кстати, при покупке глинтвейна удерживается дополнительная цена за стеклянную чашку. После ее возврата вы получаете остаток сдачи. Статуя портного Вибеля. Считается, что если ее потереть, она приносит удачу. Музей кино работает каждый день, кроме понедельника, с 11 утра и до 18:00 вечера. На данный момент для украинцев вход бесплатный. Также он бесплатный для обладателей карты туриста, о которой я ранее рассказывала. А так цена за вход для взрослого составляет 5 евро. Церковь Святого Максимилиана работает с 9 утра до 17:30 вечера. В понедельник закрыта, вход свободный. Городской музей Дюссельдорфа об истории города работает с 11:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника. Вход также бесплатный. Следующие 10 достопримечательностей, которые встречаются по пути от городского музея, это один из парков Дюссельдорфа, Рейнская набережная и телебашня Рейнтурм, новая таможня, памятник Ганс Альберс, парк Штендехаус, музей искусства К-21, Королевская аллея, парк Хофгартен и концертный зал Тонхалле. Телевизионная башня Рейнтурм является самой высокой в городе Дюссельдорф и составляет 240 метров в высоту. Билет на обзорную площадку стоит 10 евро. Она находится на уровне 174 метров и медленно вращается. Также там расположен ресторан с панорамными окнами. Обзорную площадку можно посетить с 10 утра до 10 вечера, в пятницу и субботу до часу ночи. Ресторан работает с 10 утра до 11 вечера. Недалеко от башни Рейнтурм расположено симпатичное современное здание, а возле него памятник Ганс Альберс. Также рядом находятся необычные здания новой таможни. Если идти в обратном направлении, сместившись немного правее, как показано на карте, то мы дойдем до парка Штендехаус и музея искусства К-21. Далее по пути идет Королевская аллея и парк Хофгартен. Ну и завершающей достопримечательностью является концертный зал Тонхалле, возле которого, кстати, находится одноименная остановка общественного транспорта Тонхалле, в частности метро, откуда мы впоследствии доехали обратно в отель. Вот только сели уже в поезд с номером Ю-76, поскольку было уже поздно, около 11 ночи, и номер Ю-77 уже не ходил к тому времени. Также с этой остановки Тонхалле, как и с остановки Хайнрих-Хайне аллеи, можно было сесть и в поезд метро Ю-74. Он также ходит ночью. Расписание можете посмотреть на сайте, который я ранее давала. На этом поезде мы доехали до остановки Принзенале и через 5 минут уже были в отеле. Кстати, есть еще один важный момент. На крупных подземных станциях метро, таких как главный вокзал Дюссельдорфа, Кёнигсалле и Хайнрих-Хайне аллея, поезда справа и слева движутся в одном и том же направлении, просто по разным маршрутам в зависимости от номера поезда. Поэтому если вам нужно вернуться в отель и ехать в обратном направлении, необходимо перейти на другую платформу, которая расположена уровнем выше или ниже, воспользовавшись лифтом, лестницей или эскалатором, и там уже сесть в поезд с нужным номером. Так что будьте внимательны и обращайте внимание, в нужном ли вам направлении движется поезд. Если вы видите, что направление неверное, то нужно спуститься на уровень ниже или подняться на уровень выше, оказавшись тем самым на нужной платформе, где уже поезд будет ехать в нужную вам сторону.
От главного вокзала, кстати, до центра города ехать всего 2-3 остановки на метро. На фото показано, какие номера поездов проходят вокзал и едут до центра города, в частности, остановки Хайнрих-Хайне-Алле. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео путешествий. Также, если возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на них ответить. И как всегда, оставляю ссылку в описании на текстовый документ с инструкцией путешествия в Дюссельдорф.